Хакнули Центробанк, лапшу навешали. Я купил биточки, там сплошная выгода. Рыбаков, верни мои деньги. Вот, сука, хрен-то с два. Пошла вон отсюда и все. Я грандмастер актуальности. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Всем привет! Сегодня воскресенье, а это значит, на канале номер 1 про бизнес и деньги выходит выпуск про самые резонансные новости этой недели. Готовы? Поехали! Самая главная новость этой недели — это то, что я встал на весы и увидел, что я похудел на 10 килограмм. Вам того тоже желаю. Я делал выпуск «Как похудеть до Нового года». Ну вот сам взял и своим примером показываю, что это возможно. Поэтому делай как Рыбаков. На этом хороших новостей больше нет. Впрочем, есть еще одна новость хорошая про тушканчиков. Тушканчики из московского зоопарка впали в спячку. В этом году грызуны впервые заснули в естественных условиях. Короче, они уснули в уличном вольере. И уже после этого сотрудники перенесли их в холодильник. И представляете? Вот бы нам так, да? Идешь, на улице заснул, тебя раз бережно перенесли, но не в холодильник, а в кроватку. G7 и Австралия вслед за ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть, которую перевозят морским путем на уровне $60 за баррель. Вот этот вот уровень начнет действовать на следующей неделе, говорится в совместном заявлении стран G7, Австралии, опубликованном на сайте Минфина США. $60 много это или мало? Это в 2 раза выше уровня, на котором настаивала, например, Польша. Польша настаивала про $30, да? И немного меньше средней стоимости российской нефти в ноябре. По данным российского Минфина, в ноябре средняя стоимость нефти на российские марки составляла $66 за баррель. Есть ощущение, что пока, чтобы привык весь мир вот к этим вот ограничениям, да, ограничения устанавливаются тупо на уровне чуть ниже, чем цена на рынке. Ну, знаете, рынок инфобиза, он так и работает. Сперва приучают вот к индикатору, а потом этим индикатором начинают влиять на то, какая действительно цена на рынке. Поэтому те, кто считает, это все фигня, ну, не фигня это все. Это будет влиять, и, как говорится, экономическая война, она только началась. Дело в том, что только сейчас санкции, которые были введены за 2022 год, они начинают вступать в силу. Да, и 2023 год, я напомню, будет самым жестким в том смысле, что к лету 2023 года, да, вот, все санкции, которые были введены за 2022 год, они вот начнут действовать. Поэтому, ребята, погреб. Один погреб у меня уже вот полный, да, всякими там вот запасами, да, я уже вырыл второй погреб, да, и уже второй погреб начинаю наполнять. Всегда помните о погребах, о запасах. Финансовые запасы должны быть. В погребе должна быть картошка. И тот, кто еще не вырыл погреб, или у него даже не было и одного погреба, ребята, вы в опасности, обязательно сделайте это. Администратор пятерочки в Москве обчистила кассу на 2 миллиона рублей за 2 месяца. Нормально. У вас зарплата сколько, кстати? Могу поинтересоваться? А вот у администратора пятерочки 2 миллиона рублей за 2 месяца, то есть по ляму в месяц. Рецепт, кстати, рецепт. Но я предлагаю ни в коем случае не повторять это, иначе тебя посадят, а ты не воруй. Итак, Валентина устроилась в компанию в 2018 году, но тяга к роскоши ее преследовала. Она все время хотела что-то добавить новенькое в свою жизнь, и однажды она решилась провести внеплановую инкассацию. Да-да-да, заявку на инкассацию подала, открыла кассу и забрала первые 400 тысяч рублей. И, о боже, информационная система не увидела несостыковочку. Валентина, не будь дурой. Раз не сработало, значит дырка, значит дырявая, значит что? Значит надо засунуть туда по полной программе. Значит, что делает Валентина? Она следующие 400 тысяч изымает. И опять внеплановая инкассация, и опять информационная система пятерочки ничего не видит. Валентина, администратор пятерочки, хакнула информационную систему безопасности пятерочки и так далее. Короче, администратор Валентина инкассировала выручку целых 2 месяца.
и наинкассировал аж 2 миллиона рублей. Ребята, я так понимаю, информационная система пятерочки загрублена на 2 миллиона. То есть где-то, когда 2 миллиона нестыковка, она такая: аларм, аларм, 2 миллиона нестыковка, а меньше она не чувствует. Мы будем там чувствовать там 10 тысяч там расхождений. 2 миллиона, начинаем реагировать. Вот, все, аларм, все, милиционеры, безопасность, все, нашли, повязали. В общем, администратора Валентину схватили. Конечно же, ее поймали. Ну, поймали, ну, конечно. Ну, долг ли путь того, кто взял не свое? Ну, конечно, не долг. Да, пожили красиво, было начинать брать не свое. Создай свое, присвой свое. Мне кажется, чтобы если Валя, администратор, прошла бы «Предприми себя» от Игоря Рыбакова, то она бы не 2 миллиона взяла, а 20. Понятно? Не 2 миллиона, а 20. 20 — это гораздо лучше. Да? Это же решение жилищных вопросов, там, шуба, машина, все. 20 миллионов надо брать, но только не из кассы пятерочки. Она бы взяла свои 20 миллионов, заработав их честно, создав бизнес, предприятие, сменив работу, повысив свою квалификацию, понимаешь? 20 миллионов. А не сидела бы сейчас в тюрьме или где-то на исправительных работах, вспоминая и там судача о том, какой мир несправедлив и так далее. Понятно? Не надо гнаться за 2 миллионами, не надо. И платить за это самым дорогим, что у тебя есть. Бери 20 миллионов, бери 40 миллионов, бери 100 миллионов, но для этого тебе потребуется. Предприми себя, сделай первый шаг к себе, где ты будешь нравиться себе, где тебе будет нравиться, что с тобой происходит. Вот и все. Первый шаг, и вот здесь по ссылке проходи, я жду тебя, буду заниматься тобой лично. Понятно? Путин заявил, что 15% россиян нуждаются в психологической помощи. Кстати, непонятно, это сейчас вот так стало или раньше так было. В общем, по словам президента, среди молодых людей этот процент сильно выше, 35% нуждаются в психологической помощи. В частности, Путин заявил, что происходит это из-за того, что государство на всех уровнях, ну и даже на муниципальном, потом на государственном, региональном и федеральном должного внимания, к сожалению, пока еще не уделяет. Напрасно. Так сказал Путин. Я вот тоже, как и Путин, обеспокоен этим фактом. Но моя обеспокоенность усилилась после заявления Путина. Ведь известно, что как только Путин на что-то обратит внимание, значит, чиновники разных уровней, федеральных, там, местных, муниципалитетов, что начинают? Начинают с пристрастием звонить людям: алло, как ваше здоровье? Я вам так скажу, здоровье только ухудшится. Начнут кого-то трахать, задавать вопросы, проверки присылать и так далее. Что будет? Станет только хуже. Почему? Ну, не знаю, так статистика такая. Ежели мы фиксируем такой недостаточный индикатор, а я тоже обеспокоен этим, то это говорит о состоянии образования, образовательно-воспитательных процессов в школах, детских садах и университетах. И, на мой взгляд, здесь ответ давно очевиден. Те чиновники, которые отвечают за регуляцию, смотрите, в сфере воспитания, образования, школы, университета и так далее, вот там есть чем позаниматься. Еврокомиссия утвердила решение Совета ЕС о включении обхода санкций в список уголовных преступлений. В список таких вот уголовных преступлений вошли предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу указанного лица, организации или госоргана. То есть давать займы, предоставлять средства, там какие-то в пользование нежелательно, иначе вторичные санкции, да. Ну вот такая пугалка. Серьезно, кстати, надо отметить, пугалка. Второе. Неспособность заморозить эти средства. Если просто через тебя проходили какие-то средства, а ты их не заморозил, да, и не арестовал, да, то ты тоже можешь быть привлечен к уголовному преследованию. Представление возможности въезда обозначенным лицам на территорию государства-члена или их транзита через территорию государства-члена. Ну, тоже понятно, да? Ты, если же не отловил того, кто под санкциями, да, на своей территории, ты пособник, преступник. В общем, ты не собирался делать преступление, ты просто не заметил, они прошли рядом, ну ты пособник. Торговля товарами и услугами, импорт, экспорт, продажа, покупку, передача, транзит или транспортировка которых запрещены или ограничены. Ну, короче, все. Двигаться нельзя, дышать нельзя, ходить нельзя, ничего нельзя, потому что все, что можно, то тоже нельзя. А сейчас немножко деталей. Для физлиц максимальным станет лишение свободы на 5 лет. Для юрлиц штраф в размере не меньше 5% от общей мировой выручки за предыдущий год. Ну, что делать? Я не знаю, как выполнить они смогут эти показатели, но в информационном плане они разрывают ядерную бомбу. Это реально ядерная бомба.
Изоляция, видите, нарастает, напряженность нарастает. То есть если кто думает, что все улеглось, ребята, нет, мозг нас привык просто к текущему уровню, какому-то дну привык, да, и нам кажется, что это уже не дно, а это вот так норм. Так вот я вам так скажу, снизу постучали, то есть все будет дальше становиться несколько по-другому, а другое мы всегда как воспринимаем? Хуже. Смотрите, я подчеркну, это не хуже, это по-другому. Дело в том, что в другом может быть много плюсов. Я вам буду рассказывать, какие плюсы сейчас неожиданно открылись перед россиянами. Это просто огромный список, но он не такой большой, как минусы, но он тоже есть. И те, кто смотрит на минусы и, честно говоря, не помаленьку уже, а сильно, да, то я, например, предпочитаю смотреть на список плюсов, да, и присваивать. Если я не буду присваивать эти плюсы, то вот от этого списка минусов будет такой огромный, что это меня раздавит. Поэтому, ребята, я вас научу, как видеть экстраординарные возможности, которые сейчас возникают. И тот, кто будет меня внимательно слушать и так же, как я, присваивать эти плюсы, его вот эти вот обильные минусы, которые поступают каждый день, и они еще не кончаются, да, они его не раздавят. Смотри выпуски Игоря Рыбакова, делай как Рыбаков, и у тебя будет шанс на выживание. В конце концов, я грандмастер актуальности. Продолжение темы обхода санкций. Казахстан заявил, что не позволит использовать свою территорию для обхода западных санкций. Ну, видимо, России не позволит. Или еще кому-то не позволит. И будет оценивать проект газового союза с учетом санкционных рисков. Да. Я напомню вам, что Россия, Узбекистан и Казахстан говорили как-то тут о том, что пора бы создать некий газовый союз и совместно реализовывать какие-то там геополитические задачи при торговле газом. Ну вот, видимо, этот газовый союз сейчас вот будет подвержен давлению. Кстати, ЕС, Америка, G7, конечно же, тоже игроки. И они усиливают давление именно в тот момент, когда есть угроза созданию каких-то союзов. Как только появилась информация о потенциале создания газового союза Узбекистан, Казахстан, Россия, тут же Евросоюз начинает вот эти вот громкие заявления. Ну что ж, это обычная история, это пинг-понг, но это пинг-понг из тяжелых орудий. Телефонные мошенники повышают свои компетенции. На этот раз они убедили главного эксперта Центробанка перевести им 1,6 миллиона рублей. Центробанк! Хакнули Центробанк, реально. А нам говорят, там, криптозащита, что-то там, cyber-security и так далее. А тут, понятно, по звонку ему раз, лапшу навешали и так далее, и он перевел 1,6 миллиона рублей. Нормально. Вкратце поясню вам схему, чтобы вы могли вдруг диагностировать, что вас тоже разводит. Сперва звонит человеку, потерпевшему в будущем, некий сотрудник Сбербанка и сообщает о подозрительных действиях с вашим счетом. Вы, конечно, напрягаетесь и такие вот. И вам я предлагаю позвонить срочно сотруднику, отвечающему за безопасность. Вы такие на измене идете, звоните куда-то, да, и этот сотрудник, отвечающий за безопасность, вам говорит: о, там что-то такое, надо срочно вот это сделать, иначе все хана произойдет. И вы уже готовы это сделать, вы уже почти готовы, но разум, да, и критическое мышление вас, как бы призывает: не дергаться так быстро, пока еще ваше критическое мышление все еще во всеоружии, да? Но в этот момент на авансцену выходит третий человек. Сотрудник ФСБ, в данном случае это был Антон Волков, якобы Антон Волков, да, который сообщает вам, что с вашей помощью мы будем ловить этих преступников. Здесь критическое мышление ваше полностью куда-то уходит, да, и вы начинаете выполнять якобы, да, поручения вот этого сотрудника ФСБ и участвовать в поимке каких-то мошенников, которые вас разводят. Все. Потом оказывается, что вы оформили кредит на себя, да, перевели деньги каким-то третьим лицам, которые испарились в неизвестном направлении. Поэтому, ребят, если вам звонит какой-то сотрудник Сбера, пожалуйста, кладите трубку. Понятно, да? Если вам звонит какой-то сотрудник ФСБ, пожалуйста, кладите трубку. Понятно? Сотрудники ФСБ не звонят, они, если надо, приходят. Понятно? Друзья, у нас сегодня целых 2 новости про мошенников. Они сейчас активировались на волне вот этих вот неопределенности и так далее. Мутная водичка, там легче ловить рыбку для мошенников. Вот и все. Итак, в
Петербурге пенсионер отдал 600 тысяч рублей незнакомке, которая обещала спрятать их в шкафу от инфляции. Ну что это такое, да? Спрятать в шкафу от инфляции. Короче, слушайте, к 88-летнему мужчине в магазине подошла неизвестная. Она предупредила о высокой инфляции и уговорила снять накопление. Потом пришла к нему домой, завернула деньги в газету и положила в шкаф. Потом, когда он пошел проверить, а деньги-то есть, он развернул, а там кукла. Там нет денег. Что происходит? Ну, пожалуйста, спасите своих пожилых родственников, да, просто незнакомцев, да, спасите от вот этих дельцов, которые разводят людей. И вот если вы видите, что когда к пожилому мужчине, женщине подходит какая-то там, явно там дельчиха там какая-то, да, или делец такой, да, и начинает что-то вот грузить, ну, вы просто отгоните ее от него, и все, просто отгоните, пошла вон отсюда, и все. Сейчас очень активировались жулики. Вот. Мне постоянно в Телеграм пишут гневные сообщения: Рыбаков, верни мои деньги. Что такое? Вы знаете, сколько фейковых аккаунтов в Телеграме на мое имя? Рассылают все вот эти вот письма людям и говорят: Рыбаков, да, умножает за ночь ваши деньги в 2 раза. И просит прислать там сумму там 50-100 тысяч рублей. И люди такие, ну они же получили письмо от Рыбакова, да? Ну типа раз, 100 тысяч засылает, на следующий день аккаунта нет. Ребят, сколько можно говорить? Я не собираю деньги с людей, я не занимаюсь криптой, я не делаю ставки на спорт, я занимаюсь форексом, и поэтому все… Вот сегодня мне прислал мой друг такой, знаете: Игорь, ты занялся танцами? Ты продаешь франшизы на танцевальные школы? Я говорю: Жень, ну ты в своем уме? Ребят, Рыбаков, напоминаю, танцами не занимается, франшизы на танцевальные школы не продает, криптой не занимается. Рыбаков не выманивает деньги у людей, чтобы умножить их за ночь в 2 раза. Ну как умножить за ночь в 2 раза или даже на 10%? Да нет такой возможности, это жулики, ребят. Еще раз и еще раз говорю вам, ребят, настоящие мои аккаунты будут под этим выпуском, вот, пожалуйста, вы можете на них пройти, подписаться, а от всех других отписаться. МВД предупредила о рисках, риски нехватки принтеров для печати паспортов. Вот. Они сказали, что матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. Вот исторически сложилось, что матричные принтеры не производятся. Вот исторически, да? Да в России много чего исторически сложилось, и вообще много чего не производится, не только матричные принтеры. Вообще, я бы так сказал, если сказать, что в России не производится, лучше написать, что производится, тогда список маленький будет. А если писать, что не производится, список писать. И вот тут вот возможность для предпринимателей. Смотрите, что заявили в министерстве. Они сказали: в министерстве готовы закупать отечественные принтеры, но сначала производители должны разработать технику за свой счет. Понятно, поэтому предприниматели срочно, да, побежали предприниматели разрабатывать технику за свой счет. Хрен-то с два. С этими кредитами, с недоступностью этим кредитам, с невозможностью взять новым предприятиям, да, молодым, IT, там, ориентированным, там, каким-то инновационным. Да нету кредитов, нету возможностей. А те, у кого есть деньги, так они заняты. Те 100 компаний, которые, ну, дееспособны и так далее, их всего 100, так они заняты проектами. А надо еще 10 тысяч новых компаний. Сейчас на рынке уже появляются признаки того, что государственные органы, крупные корпорации, предприниматели начали по-другому взаимодействовать. И я приведу в пример сотрудничество, например, РЖД, Синары и Сбербанка. Концессия называется. Концессия, то есть объединение усилий тех, у кого есть деньги, тех, кто может создать продукт и на длине, так сказать, его создать и эксплуатировать, да, вот, и тех, которые может управлять этими железными дорогами и так далее. Они договорились о концессии по строительству высокоскоростных там дорог, вот Москва-Питер. Вот и все. Вот и здесь у МВД, я не думаю, что есть способ, кроме как, смотрите, придумать такую концепцию. МВД заказчик, на 30 лет заказывает принтеры, что вам там еще надо? Вот. Сбербанк, например, или ВТБ, финансирующая организация, да, и какая-то компания предпринимательская, бизнесовая, ну, с именем и так далее, она берется за этот длинный концессионный проект по снабжению, оргтехника МВД, там, какие-то айтишные системы и так далее, вот и все. Ребята, все мы можем своими руками сделать, но нам нужно в длину перейти, в длину смотреть. Тактическими методами больше не получится. H&M, уходи! Ты сделал все, что мог!
Спасибо тебе! Ты подготовил наш рынок для российских и отечественных производителей. В России закрылись магазины H&M. В марте шведская компания, куда входят бренды COS, ASO, Story, ну, короче, много, приостановила работу в России, а летом объявила финальную распродажу перед окончательным уходом с рынка. И вот сотрудники московских H&M записали видео на прощание с покупателями. Это видео было не грустным, а веселым. Такое ощущение, что они рады. Вот. Ну, на самом деле, действительно, что тут радоваться? 130 магазинов было H&M, там работали 6 тысяч человек, 6 тысяч рабочих мест. И теперь на месте этих H&M магазинов, а, кстати, места-то козырные, теперь будут располагаться другие магазины. Да, сюрприз, сюрприз. Другие магазины, которые также будут продавать замечательную одежду. Немножко грустно, конечно, потому что лучше бы ты остался и увеличивал бы плотность конкуренции для российских игроков. Это бы благотворно влияло на дальнейшее развитие. Но и мы понимаем, что регулятор в твоей стране тебя очень сильно накрячивает, и тебе очень больно. И ты уходишь не потому, что это законы рынка, а потому что это политика. Мы здесь тебе даже немножко сочувствуем. Поэтому, ребят, кто в Америке, в Германии, в Бразилии, я не знаю, в Китае, где, пожалуйста, ходите в магазин H&M, покупайте шмотки. Это действительно качественный бренд, качественные шмотки. Сразу скажу, H&M мне ничего не заплатил, это моя вот добрая воля поддержать этот бренд, потому что я действительно благодарен за то, что очень много было вклада в возделывание, ну вот, культуры потребления, культуры производства и культуры вообще отношения вот к этой вот моде, к этим шмоткам и так далее. Спасибо тебе, H&M, еще раз. Друзья мои, я всегда говорил, что криптовалюта, держитесь от нее подальше. Это не просто опасно. Я говорил про опасность, потерять деньги. Вот. А сегодня вот стало известно, что за крипту уже начинают просто увозить в лес, да, подвергать травмам и, в общем-то, и убить могут. Вот, пожалуйста, в Москве неизвестные похитили предпринимателя и требовали пароль от криптокошелька, на котором лежали 250 биткоинов. По сегодняшнему курсу, кстати, 262 миллиона рублей. Мужчину вытащили из машины, надели наручники и увезли куда? В неизвестном направлении. Он, короче, испугался, сообщил пароль от кошелька и так далее, и мужчину выкинули из машины. В общем, он добрался до полиции, сообщил полиции, полиция там всех на уши поставила, он проверил, они не успели снять его биткоины. Здесь о чем можно сказать? Ну, во-первых, эта индустрия крипты, она прям напыщена людьми, которые постоянно рассказывают о своих успехах на крипте. Я купил биточки там по такой-то вот цене, а они потом выросли, я теперь такой-то раз такой. Ну, сидит человек такой, думает, вот сука. Ну и дальше вот всякие мысли. Ребят, на самом деле деньги, которые легко достаются, или вот, халявное что-то, оно также легко и уходит. Легко и непринужденно. Бах, по башке и так далее. Вот. Ну, на самом деле известно с лотереями постоянно. Там, выиграл человек 20 миллионов долларов в лотерею, там, покуражился, все, 2 года прошло, он вообще там нищеброд, там, под забором или где-то под мостом ночует, как бомж. Опасайтесь, знаете, таких вот быстрых денег. Вообще быстрые вещи для человека противопоказаны. Минфин тем временем очень заботливый стал, и он предлагает избавить россиян от лежащих по банкам в огородах долларов. В стеклянных банках доллары лежат, у некоторых в огородах. Кстати, у некоторых доллары лежат в морозильниках, я вам уже говорил. Я сам когда-то хранил морозильник. Сейчас нет, сейчас не храню. Короче, эти доллары, которые в банках, в огородах закопаны там где-то, да, Минфин говорит, надо бы заместить золотом. Да, потому что вот эти бумажки зеленые, да, в преддверии того, что Минфин американский собирается произвести обмен зеленой резаной бумаги на другие, они вообще утратят свою покупательскую способность. Поэтому, ребята, спешите, бегите, и Минфин вам помогает в этом. Он говорит, замените лучше в огородах, пусть у вас в банках лежит не вот эта вот резаная бумага, доллар, а золотишко лежит. Золотишко не гниет, крысы его не едят. Короче, золото должно замещать доллары, которых у населения несколько сотен миллиардов точно лежит по банкам, как утверждает Минфин, в огородах и так далее, в подвалах, там, не знаю, в морозильниках, где там. Вот. Понятно, что это все надо менять на золото, которое мы сами же и производим. Я думаю, это тройная выгода. Люди не момент, когда менять доллары, потому что если потом вот мало не покажется вообще. Да. Второе,
Производители золота получат необходимое финансирование для разработки новых месторождений и так далее, золотишко будет добываться, а второе, золото останется в стране, будет золотой запас. Смотрите, сплошная выгода, поэтому действуйте вовремя. Актуальность — это способность действовать, раз, способность действовать правильно, два, и третье, очень важно, способность действовать правильно и вовремя, три. Ну и даже уже как-то вот мне прям нравится эта фраза. Я всегда жду, когда же выпуск закончится, чтобы сказать вам эту замечательную теплую фразу, обнять вас всех и сказать: давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос.